Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. С сегодняшним видео начнется цикл роликов под общим девизом «СССРовское бритье», которое с легкой руки Алексея Героева я решил провернуть на канале. Это он сказал, что смотри, можно сделать так. И если я его правильно понял, то мысль-то хорошая. Я решил поддержать и так сделаю. Что сегодня будет на обзоре? Вы идете на крупный план, увидите все в стихах и песнях. Я начинаю, вы догоняете. Это все потенциальные участники нашего сегодняшнего обзора, а теперь обо всем по порядку. Станочек. Станочек очень интересный и, я бы даже сказал, очень необычный. Чем же? Если внешне вы на него посмотрите, то это обыкновенная дешевая пластмасска, которая там, цена 10 копеек, базарный день. И наступил на такой, и дальше пошел, да и все. Но это все, ребята, кажущееся. Потому что на самом деле это очень великий инструмент. Мало того, что он сделан каким-то кооперативом во времена перестройки, имеет гордую цену 3 рубля. Пускай название кооператива я не нашел, но зато здесь даже вот такая вот текстовочка есть, что само по себе уже, в принципе-то, понимаете, да, много чего значит. Когда вы открываете эту коробку, коробка, ничего обыкновенного. Да, плавленная какая-то пластмасска, дарам. То есть, по сути-то, ничего такого, чтобы, знаете, Но это до тех самых пор, пока вы не берете его в руки, и когда не начинаете понимать, что это за инструмент, не начинаете понимать, как им пользоваться, как оно разбирается, как оно собирается, как оно моется, чистится, и как оно бреется. И только вот после этого, когда вы это все попробуете, вы осознаете, насколько это очешуительный инструмент. Это просто обалдеть. И вот это, ребята, делали во времена перестройки. Я не совсем понимаю, вот на Пуркуа здесь вот эти вот всякие штуки, для чего-то они, наверное, нужны. Я, честно сказать, не очень-то и разбирался, но без них бреет великолепно. Добавлять, наверное, не буду сюда ничего, потому что здесь уже есть все в коробочке. Посмотрите. Здесь уже спутник. Спутник. Явно он уже более свежих времен. А вот подозра вот на этого жилета, вот это вот уже интересно. Я думаю, что это еще с тех времен. Вот его-то, наверное, давайте и поставим. Посмотрите, какая желтая упаковочка сама по себе, да? Жилет Руби Platinum. И вот такое оно, лезвие. Так, предлагаю, вытаскиваем отсюда вот эту рапиру, которую я сюда уже наводил, поставил. Вот она, видите, да? Так, иди погуляй, моя хорошая. Обратите внимание, как все сделано. Культур, мускулатур, все продумано. Подставочка, чтобы фиксировать. Так, хоба. Потом закрываете. Здесь никаких защелок, вообще ничего нету совершенно. Потому что здесь есть вот такой вот. Опа. И тут уже защелка, которая будет отодвигаться обратно вот этим нажатием. И здесь, зафиксировав, вы получаете, казалось бы, самый обыкновенный пластиковый кассетник, одноразовый. Но это только кажущая видимость. Вот эта штука сегодня, ребята, и побреемся. А нам поможет. Мыло сегодня будет последний из того набора, который прислал Миха Ржевский, Мондиали, Эспезе, Мондиаль. Почему оно? Вы знаете, я никогда в жизни не видел СССРовского, российского чего-то для бритья, там мыла или мыльного порошка или чего-то еще, то, чем наши отцы, деды-то и брились. Я даже, честно сказать, не знаю, как оно выглядит. Скорее всего, мыло брали там детское, хозяйственное, там что-то делали и все. Но вот в руках я такого не держал, поэтому, как сами понимаете, на обзор-то и притащить ничего не могу. А тут последний предмет от Михи. Вот его давайте и запузырим. Мыльца, ребята, я вам скажу, просто шо песня. Если оно по мыльным своим свойствам хотя бы чуть-чуть будет похоже на предыдущее, которое уже было от Нароли, то, ребята, по запаху вот это просто вырви глаз. Это, знаешь, продай почку и купи, вот из этой серии. Потому что вот этот запах я как только что понюхал, так я просто обалдел. И открывать больше не хочу, потому что, обзора не будет. Я буду сидеть нюхать с банкой на носу. Так он шикарно для меня пахнет. Как это будет бритье, узнаем совсем скоро, но бриться будем именно этой штукой. А вот поможет нам молодой пенсионер. Это самый молодой кабанчик из той когорты кабанов, маститых,
уже пенсионеров, которые у меня есть. Почему? Да потому что приобретен был где-то в начале 2000-х годов или где-то в середине 90-х, я сейчас уже и не упомню. Да не суть важно, потому что он уже прошел все ипостаси, которые, в принципе, помазок может пройти в своей жизни. Он меня уже и брил. Потом, после того, как я морда наглая узнал, что такое там синтетика, что такое барсуки, я его определил в кисточки для чистки компьютеров. Додумайтесь только, да? То есть пыль я там стряхал. А потом, когда меня все-таки совесть, Иванов, ты что, сука, делаешь? Это ж вот что. Взял его, отмыл, почистил, извинился, и вот сейчас вот он опять у меня в строю, опять гардемарин. Короче, закаленный, не ныл, не скулил, ничего не просил, а вот каким был красавцем, таким вот и остался, за что его и уважаю. Вот сегодня и мы побреемся. Ну а на полировку, к сожалению, это все, что у меня осталось. Вот такой, знаете, более-менее какой-то поры СССР перестроевской, которую можно было бы в принципе-то притянуть. Не совсем уверен, что в то время было вот это изделие. А вот это было, да, и это было. Вот это тоже, скорее всего, наводил. Но тот Sport Aqua, который я сейчас только что убрал, он уже был на обзоре. Шипр королевский, ребята, отдельная статья. Это 9 мая, даже не обсуждается. Ажончик тоже недавно был. Ну и давайте, наверное, и тоже, пускай он еще посидит на скамейке запасных. Но и что осталось? Осталось Man Energy. Вот сегодня с этой красотой мы с вами, ребята, и побалуемся. Пошли бриться. Мыло. Ребята, я в замешательстве, потому что тот запах, который вот именно вот в этом Мондиале, спайзи, он настолько для меня нетривиален, он настолько заманчив, настолько родной и близкий, он как ускользающая какая-то, знаете, ниточка, как лучик света, за которым ты гонишься, а он то там, то сям, и благодаря этому лучику ты куда-то в дебри забираешься и тонешь чаще, все так и не поймав этого беглеца. Но вся вот эта вот катавасия только благодаря тому, что я никак не могу понять, что это. До боли знакомое, до боли любимое, до боли просто разрушающая мозг и заставляющая нюхать дальше. Но что это, я пока не могу сказать. Описание на сайте не смотрел. Пытаюсь разгадать, но пока тщетно. Я не видел, чтобы батя у меня замачивал по-морски. Я вообще-то, наверное, сколько, раза 2 или 3 видел, как он бреется. Но я все же решил замочить. И вот сейчас мы с вами будем набирать тем самым Кабанейро тот самый Мондиаль. Я далек от того, чтобы думать о том, что этот узел может насобирать столько пены, что мне хватит полностью на все бритье. Поэтому, наверное, ограничусь лишь тем, что с моей точки зрения, наверное, насобираю хотя бы на 1-2 прохода. Ну а что там да как там, это уже по ходу пьесы будем ориентироваться и, если что, добирать. Вот с моей колокольни уже на 1 проход как минимум есть. Это оставлю как есть. Пошли делать компресс. Ну и начинаем бриться. Добрый день, дорогие подписчики канала Home Like. Сегодня уже практически по традиции, пока Вадим готовится к бритью, мы с вами разберем еще один миф о косметическом компоненте, и сегодня это будет минеральное масло. Минеральное масло можно найти в составе косметики под названиями Petroleum, White Oil или Mineral Oil. Минеральное масло – это продукт нефтепереработки, который производят, очищают и добавляют в косметические средства специально, чтобы он сохранял кожу увлажненной. Минеральное масло создает на поверхности кожи защитную пленку, она защищает кожу от ветра, холода и физических повреждений. Минеральное масло имеет такой негативный шлейф, как и многие компоненты в наше время, и производители начали писать на упаковках «не содержит минерального масла». Так вот, кому стоит обращать внимание на эту надпись? Только людям, у которых кожа жирная или изначально склонная к воспалениям. У них минеральное масло может, но не обязательно будет, усугублять их проблемы. Всем остальным можно не заморачиваться и пользоваться косметическими средствами с минеральным маслом. Я надеюсь, это было для вас интересно. Досмотрите это видео до конца, поставьте палец вверх. Передаю слово Вадиму. Хорошо. Сейчас, пока сидел на компрессе, в голову пришла такая мысль, что в сегодняшнем обзоре, наверное, самое старое все железруги. В такой упаковке, ну, я их давно не видел. Наверняка это постарше, чем вот этот станочек. Ну, постарше помажа. Ну, посмотрим, как оно все будет.
Так, ну покажи, что могешь. Ну, сегодня я за помазок не переживаю, потому что, во-первых, он уже и Крым прошел. После того, как я его пустил на чистку компьютера, ему уже ничего не страшно. А во-вторых, сегодня такое мыло. Так что я думаю, все будет нормально, все будет хорошо. Пока. Под вопросом это, наверное, все же только жилет Руби. Сможет ли, не сможет ли столько лет спустя. Но, чтобы как-то подстраховаться, я на всякий случай взял половинки лезвий. И если что, его сразу туда впендюрим. И все будет нормально. За эти половинки лезвий я спокоен. Это хорошая штука. В работе этот молодой пенсионер вполне себе нормально показывает. Понимаете, вот такие вот помазки за 100, за 150 рублей. Сейчас вы их, конечно, не возьмете. Сейчас все, что есть на эту тему, это Китай-пром. А вот именно за 100, за 150 рублей Китай не блещет. Ну, сами понимаете. По одежке протягивая ножки. То есть, ну, сколько денег, какая стоимость, такое качество. А вот раньше такие помазочки-то даже недорогие, были хорошие. Так, ну с Богом. Бреет, бреет. Не, менять ничего не буду. Хотя уверен, что поменяя лезвие, бритье было бы еще лучше. Но все же. Постараемся, насколько это возможно, сохранить аутентичность. Слово знаю. Аутентичность. Это я специально сказал, чтобы, ну, типа там, Виктор, смотри, какие слова знает. Правда, я не знаю, что это значит. Но слово знаю. Ну, шучу. Догадываюсь. Точно не знаю, но догадываюсь, что это значит. Иначе бы я его сейчас не сказал. С тем лезвием, которое сегодня здесь стоит, этот станок, конечно, не сможет выступить в роли покорителя вершины BBS, но побриться там и всяко разно сможем. Ну, вот смотри, еще и второй проход с тем же самым мылом наверняка можно будет организовать. Запах у мыла несколько рассеянный во время бритья, но тем не менее те самые нотки, которые будоражили мое сердце, они все равно легко читаемы и все продолжают радовать душу и греть ее. Запах на самом деле, ну вот спайси не в кулинарном, а в широком смысле этого слова. Да, какая-то специя и заманчивая, она такая восточное, что-то индийское, иранское, пакистанское, офигеть какое, и причем вкусное. И вот это прям такой, прям хорошее, хорошее. При всем при том я бы не стал примерять на этот запах мантию лакшери. То есть, да, он хорош, но мне кажется, он как раз вот прям в нишу попал. Вот в этой нише он хорош. Если бы, допустим, с таким запахом был продукт, но уже люксовой направленности, этот бы запах туда не совсем бы подходил. Он слишком прост для люксового, но не менее вкусен от этого.
Вуаля. Чуть не добавил. Вуаля. Та-там. Так, ну что, третий. Еще немного смочу. Хорошо. Просто хорошо. Итак, ребята, мы не добавляли мыла совсем. Я, наверное, позволю себе, знаете, что сделать. Все равно уже конец сделал венец. Давайте, наверное, я вот то, что мы здесь натеребонькали, наколошматили, соберу. Ну, не пропадать же добру, да? И на лицо пущу. Но он вполне себе обошелся бы и без этого. И несмотря на всю несуразность, какую-то растрепанность весеннего голчонка вот этого помазка, внутри прохода его вполне бы хватило. Это говорит как о свойствах мыла, так и о самом помазке. В принципе-то все нормально. Корично, чего-то там. Знаете, что мне сейчас в голову пришло? Этот запах до чертиков похож на запах в тех отделах, которые расцветают перед приходом Крисмаса в Америке. И там зачастую порой можно встретить свечи, специальные ароматизаторы, всякие картонки, фигонки, всякую вот фигню вот таким вот запахом. Вот, пожалуй, вот на это он, наверное, похож. Но это вовсе не корица с яблоком. Нет, нет. Это как будто корица с чем-то. Корицу я обожаю. Может быть, поэтому я ее сразу не узнал, что она здесь каким-то таким, знаете, неким вычурным образом представлена. Она с добавлением чего-то. Это чего-то не режет глаз. Оно не контрастирует, оно наоборот играет в унисон, сливается, спивается и просто вот вместе у них так вот выходит. Но при всем при том границы корицы начинают рассеиваться, а то, что ей помогает, я вообще узнать не могу. И вот поэтому корица сразу, наверное, я ее не узнал. Но несомненно это она. Но не та корица, которая вот пошел, вон корица. Нет, не та, вовсе не та. Что-то я разбаловал себя, надо камешек брать. Сейчас хотел оттянуть, а скользит. По скольжению этого мыла хорошее. Все, ребят. Отлично, отлично. Здесь осталось, наверное, может быть где-то 3-5% ДФС. Но я не буду выламывать руки станку и дошкрябывать. Наверное, оставим все как есть. Потому что я чувствую, что вот связка, это лезвие, старая Руби, жилет Руби. И вот этот станок, она все-таки маленечко, так, знаете, так, ну, не стервозненькая, но такое, знаете, что-то вот, как вот гвоздем по стеклу, вот что-то есть такое. Поэтому добивать не буду. Вот как есть, так оно хай останется. Все, компресс, автошейв. Хорошо, хорошо. И сейчас, пока сидел на компрессе, в голову такая нетривиальная мысль пришла, даже крамольная, я бы сказал. И она настолько меня поразила, что сидел и думал, а стоит ли делиться с вами? Ведь тапками-то вы кидаете стопудово. А потом подумал, ну а с кем еще разговаривать, если не с вами? Ну закидаете, что, первый раз что ли?
нам не привыкать. Давайте так, сейчас лосьончиком заполируемся, и я поделюсь своей мыслью. Может, кто-то поржет, кто-то поддержит, кто-то не поймет, кто-то наоборот проникнется. Посмотрим. Man Energy, новая заря. Достаточно неплохой штук. Маленько поорать даже дает. Не так, как хотелось бы. Но тем не менее легкий такой. Хорошо. Фух. Не, надо маленечко выдохнуться, а то все даже как спиртовый такой на по шарам. Пускай выдохнется чуть-чуть. Конкретно на этом. Уходовые, да, не чувствуется. Но они такие размазанные. Сейчас, во всяком случае, я их так воспринимаю. Это из серии легких лосьончиков. Не посмотрел, сколько здесь алкоголя, но не думаю, что больше 60. Тут что-то написано. 50, да, 59, что ли, 50. Ну, короче, в пределах 60. Еще один алкогольный. Еще один маленький шедевр нашей российской фабрики «Новая заря». На мой взгляд, «Новая заря» нашла какой-то баланс между качеством, ценой и нишей реализации. И на этом остановилась. Звезд с неба не хватает. Ну и ниже плинтуса не опускается. Старается, по крайней мере. Могли бы лучше? Да, конечно, несомненно. Почему делают? Я хз. Может быть, то, что они делают в пределах, там, я не знаю, там, от 100 до 200 рублей, их вполне себе устраивает. И знаете, как порой бывает, кто-то производит какую-то продукцию, он, допустим, пытается заработать не на объеме, а на цене. Выкатывает конский ценник и вот конским ценником и размахивает. Несмотря на то, что эта цена не соответствует качеству, могла бы быть ниже. Кто-то точно так же зарабатывает на цене, но у них более-менее хоть баланс какой-то есть между ценой и качеством. Это еще одна позиция, которая дает людям право выбора. То есть вот первое, какие-то нишевые, которые там, я извиняюсь, ебануться сколько стоит, но по-другому не скажешь. Если, допустим, говорить за помазки одной фирмы, которая продает, ну даже не продает, наверное, барыжит, так правильно будет сказать, синтетика, допустим, 600-700 евро, никого не удивишь. Вторая позиция, это где качество и цена более-менее в балансе. А есть такая ниша, что вот еще чуть-чуть, и непонятно было бы, а за что ты там платишь. Ведь по сути так-то вот разобраться, есть же вот всякие вот водички, которые ты идешь, смотришь, они там 60, 70, 80 рублей за фунфырик 100 миллилитров. Вот ты задаешься вопросом, а за что ты платишь? За что? Ведь в 100 миллилитрах там же кроме спирта, кроме воды что-то же еще есть. И ты за это как хочешь, не можешь не заплатить. Я уже не говорю про саму бутылку и про саму крышку. Ну, понятно, что все от объемов зависит. Будет, конечно, разница, если ты взял 100 бутылок. Стоять. Упала. И 10 тысяч. Цена для вашего флакона будет разная, но тем не менее. А вот новая заря, она как-то вот попала вот в эту нишу 100-200. И она и ценник не снижает, не задирает, и качество не поднимает и не опускает. То есть вот она как вот, знаете, как вот клешнями вцепилась, так вот и сидит. Но я больше чем уверен, задайся они целью, они могли бы лучше. Всяко разно лучше. Вот, допустим, создание сейчас какую-то нишу, ну 500-600 рублей, к примеру. Да легко бы они могли это сделать. Но для этого пришлось бы пошевелиться. Найти новые фунфырики, разработать новые ароматы, ну и, конечно, заняться полиграфией. Но не такой. Приличный, нормальный. Они могли и за косарь, и за 2, и за 3, и за 5 заморочиться. Могли бы. Но вот. По крайней мере, в этой нише на сегодняшний день в Российской Федерации, я не знаю, у них много конкурентов. Но, по-моему, раз-два я обчелся, практически нет никого. Они доминанты. То есть, вот, они там корни пустили и не уходят. Хороший годный продукт за нормальные деньги. Станок. Я не знаю, кому из кооператоров в 90-е годы пришла в голову такая светлая мысль, но в свое время, когда я несколько лет назад впервые побрился этим станком, я даже загорелся. Мне захотелось самому сделать такое,
Но я потом понял тщетность своих надежд по ряду многих причин. Потому что, тут много нюансов, с которыми придется считаться. Один из них – пластмасса. Если раньше, в 70-е, 80-е, 90-е годы нормальная советская пластмасса еще, как-то она была, ее можно было найти, то потом она просто пропала. Я говорю не о той пластмассе, которую сейчас нам привозят с Китая, которую сейчас в России можно найти, а о той, нашей, СССРовской, совковой. Вот там, я вам скажу, была таки пластмасса. Насколько я понимаю, вот с ребятами разговаривал, ее рецепт утерян. Похоронен, похерен, закопан и аюшки, сейчас его не найдешь. Дальше, как ни крути, здесь все-таки речь идет за одну половинку лезвия. Сейчас эти вопросы как бы решаются, но на эту тему нужно заморочиться. Не каждый человек пойдет на это. Как правило, если покупают, то покупают отдельное лезвие. А тут, да мне его ломать, да как я его поломаю, а скажите, как это лучше сделать. То есть, понимаете, с этим тоже приходится сталкиваться. Поэтому, как бы не нравился мне этот станок, все-таки эта мысль, что-то подобное в металле сделать, я все-таки пока отложил в сторону. Это имеет отношение точно так же и к Single Age. Пока об этом даже не думаю. Но станок чрезвычайно хорош. Хорош и, с нормальным лезвием будет выбивать просто на ура. Молодцы ребята. Молодцы ребята, что сделали такую штуку. И просто, сейчас тут любой кассетник возьми с магазина и возьми этот. Да я бы не променял вообще в жизни. Здесь я какое хотел, захотел лезвие, да и поставил. Как захотел, да и побрился. Не надо мне больше ничего, кроме лезвия брать. А там иди пачками за 100-500 денег. Нет, не надо. Мыло. Мне кажется, все-таки я разгадал. Здесь коричневые напевы. Они меня так... Пуф, вот так просто мозги в разные стороны. Такой, и все. И ты лежишь и просто кайфуешь. И тебе уже делать ничего не хочется. Ты раздавлен, ты поглощен, ты уничтожен. Ты просто кайфуешь под этим ароматом, просто лежишь, уйди, свинья, мне все противно, и просто лежишь хорошо, весь мир подождет. Вот так я люблю эти запахи. То, что здесь корицу так удачно смешали, завуалировали и не позволили мне ее распознать сразу, это лишь говорит о том, что те ребята, которые создавали этот запах, они заморочились. Они сделали очень удачную, с моей точки зрения, композицию. Но все-таки, несмотря на всю ту прелесть запаха, которая есть в этом мыле, она довольно-таки простая, эта композиция. И, на мой взгляд, на что-то такое лакшери, люксовое, нет, оно бы не потянуло. Им бы надо было еще туда что-нибудь там маленечко добавить. Но своей ниши запах просто опупеть какой. Мне очень понравился. Но по бритвенным это то же самое, что было накануне. То есть Мондиаль и Мондиаль. Начиная с этого момента, как я только попробовал эти два мыла Мондиаль, мне в следующий раз скажи, Виктор, что Мондиаль? Я скажу, то есть Мондиаль. У тебя есть мыло Мондиаль, да? Все, значит проблем у тебя нет. Просто будешь бриться. Там будет вопрос только один. Личная индивидуальная непереносимость. Вдруг у тебя там что-нибудь, как-нибудь, Если этого нет, все. Пофигу с каким помазком. Помните, какой помазок в прошлый раз взяли? То-то же. А помните, который взяли сейчас? Вот. Этому мылу пофиг. Оно будет работать всегда. Хорошая штука. Хорошая однозначно. По всем позициям, которые здесь есть, а кроме цены, конечно, пятак однозначно. А за запах я бы, наверное, даже 2 балла вкатал бы этому мылу. И в общем и целом, наверное, 7 от всего пуза. А теперь помазок. Помазок и мои крамольные мысли. Что до помазка? Ребят, да, несмотря на то, что сейчас такие вещи не сохранились, вы их нигде не купите, потому что сейчас то, что есть, кабанчиковое, такое недорогое, оно все китайское, оно, как правило, быстро и все рассыхается, разваливается, разлетается. Но все-таки же сохранились у кого-то же есть, не только у меня, значит, у кого-то еще, кому-то от бати по наследству, у кого-то там где-то что-то завалялось, кто-то где-то что-то разбирал, хлоп, и выпало, ты его схватил, горячей, влажной, от волнения рукой спрятал, чтобы враги не увидели, унес куда-нибудь, отмыл, и потом кайфуешь. У кого-то же осталось. Так вот, ребята, у кого осталось, берегите их. Берегите, потому что эти помазки, с моей личной точки зрения, никому не хочу навязать свое мнение, это лишний укор, лишнее напоминание о том, насколько все-таки люди, они хитрые, они изворотливые,
они до чертиков умные. И если они захотят, они такое начинают включать и такую ахинею начинают нести, что ну просто вот лишь бы оправдать то, чего вот они хотят. Понимаете? Объясняю. Мы только что побрились этим помазком. Побрились достаточно неплохо. Стоимость вот этого помазка точно мне неизвестна. Ну, где понятно, что это 50 копеек базарный день. Вот, то есть, рубь максимум. Но ведь побрились же. Это что? Помазок. Для чего он? Для бритья. Для чего? Делать пену, наносить на лицо. Все это он сделал полностью. Нормально. Бигблосик. Сколько там? 180 евро, да? Шевемак. Кент H12. 200 евро. Кент. Рубь. 200 евро. 180. И вся вот эта прослойка, которая здесь висит. По 20, по 30, по 40, по 50 баксов. По 70, по 80, по 100. 180, 200. Рубь. Понимаете, куда я клоню? Ребята, этот помазок, он вполне достаточен. Он вполне годен для бритья. И он вполне даст вам побриться. Тогда откуда же вот это все появилось? Я могу объяснить это лишь тем, что человек пытается обустроить свой комфорт, свое бытие. И он пытается как-то сделать свою жизнь краше. Как сказал один умный человек, к которому я очень хорошо отношусь, во всех вот этих вот вещах, что помазки, что станки, что мыло, что одеколоны, что автошейвы, мы платим за удовольствие. И вот тут я не буду спорить. Тут я согласен. Хочешь получить удовольствие? На тебе, пожалуйста. Но заплати за это. На сколько тебе удовольствие? На 30 баксов или на 40? А может на 100? Хочешь удовольствие? И на 200 вот тебе. А есть удовольствие на 500 баксов, а есть на 1000, а есть на 2. Удовольствие есть по любой сумме. Ты сам определись, за сколько ты хочешь взять себе удовольствие. Вот это я хотел сказать. А если тебе просто бриться, просто ехать, а не шашечки, рубь, вот и все. Так что, друзья мои, в следующий раз, когда будете о чем-то говорить, о, это дорого, о, это дешево, о, да это фигня, это фигня. Ребят, говорите за себя. Мир настолько разнообразен, мир настолько широк, он настолько велик, и он столько всяких вариаций, возможностей предлагает, что выбрать может каждый. Для кого это говно, как для тебя, к примеру, вот, который сейчас это сказал, а для кого-то это, наоборот, предел мечтаний, венец. Ему это по кайфу. Кто-то вот этим бриться не может и скажет, ну да блин, да вообще, ну шняга, отстой, ребята, все, уберите вот это все. А другой в руки возьмет, блин, да я же лучше станка не видел. Да это ж вообще тема, реально, так, дайте 2. То есть вот настолько все разное, настолько все нестандартное. И плюс ко всему, каждый за свое удовольствие может заплатить, если есть чем. Если нечем, ну, довольствуется тем, за что может заплатить. Я хочу сказать, что в этом большом мире, я думаю, что нужно устраиваться так, как ты можешь позволить в соответствии со своими возможностями. Если, допустим, у тебя определенная финансовая составляющая в месяц, а плюс ко всему ипотека, семья, страховка на машину, плата за аренду гаража, плата за квартиру, дарам, а по итогу разобраться в конце месяца, у тебя, я кредиты даже не говорю, у тебя пшик да маленько, как бы одна ситуация. И тут все ясно. А если у тебя там свой бизнес, если у тебя в месяц там 1,5 капает, если ты миллионы называешь лямами уже давным-давно, и для тебя это все равно, что рубль, а миллиарды, марды у тебя, ну как бы у тебя и другая составляющая, и ты по-другому к этому относишься. И для этого человека тоже есть какие-то удовольствия, они тоже какие-то денег стоят. Ребята, это охренительный мир. И настолько многообразный, что каждому найдет, что предложить. И каждый найдет, что выбрать. Но не забывайте все равно про такие вещи. Не забывайте. Несмотря на то, что они стоят 3 копейки, они все еще функциональны, они все еще в строю, и они все еще мечтают нас побрить. И все еще умеют это делать. Ну и, как видим, достаточно неплохо. Вот об этом я хотел вам сказать. Все. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда будет хорошо. Ну и
До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.